Всем привет! Вот такой вот образец мы сегодня нанесли и будем с вами смотреть более подробно, каким образом мы это наносили. С помощью какого материала, как, то да сё и пятое, десятое. Коротко, наносим штукатурку декоративную мармора, штукатурка на акриловой основе. Вперемешку немножко мы миксовали цвета, белый и серый. С помощью пленки формировали фактуру, дали высохнуть и покрыли бриллиантом. Смотрите, я надеюсь, вам понравится. Ну и приступим. Нам нужно нанести декоративную штукатурку на подготовленную стену, шпаклеванную, грунтованную, окрашенную. Особо выравнивать или что-то такое не нужно, но шпаклевка должна быть акриловая, латексная или полимерная, не сухая смесь. Вот под эту штукатурку, которую мы наносим, мармора мы наносим. Наносим с верхнего угла. Такой достаточно плотненький слой. Штукатурка белая. Не стараемся ее выровнять или сформировать какую-то фактуру. Просто наносим слой примерно миллиметр. Вы сейчас видите, что стена у нас не особо подготовленная. Мы это делаем специально, потому что основное количество наших зрителей – это простые люди, которые не могут себе идеально подготовить стены. И мы показываем, как у вас будет в реальности. Теперь, чтобы было чуть-чуть поинтереснее, мы добавим еще серого цвета немного поверх. Вперемешку прям по-сырому. То есть нанесли белый и немного сырого туда, серого добавляем полированного. Оставим так. Так, дальше мы крепим пленку. Так, смотрите, пленочку мы взяли вот такую. Вот такая пленочка, она идет с малярной лентой, это если вам будет удобно ее где-то к потолку закрепить. Но вообще продается пленка и без малярной ленты, она вполне подходит, вполне. Вот такая тонюсенькая пленка. Мы ее размотаем, закрепим и будем продолжать дальше нанесение. Вот так берем, приклеиваем с запасом немножко на потолок. То есть берем чуть больше, чем нужно, также на края, и вот пока так оставим. Все, она у нас уже закрепилась, и она никуда не денется, не упадет, ничего. Дальше нам нужно сделать вот так. Вы ее закрепили, и вот так вот руками прижимаете, делаете немножко перекос. То есть вправо, влево, кругами какими-то. Вот так. Вот смотрите, вот так. Немножко делаем перекос. И все, и оставляем. Переходим на следующий участок. Снова берем штукатурку декоративную, кладем ее на кельму или на шпатель. Пленку приподнимаем и наносим. Вот так. Заполняя всю поверхность, чтобы не было проплешин, лысин, пустых участков. И также можно добавить немного серого цвета. Не можно, а нужно. Прямо по-сырому. Кладем сюда же на эту же кельму серый цвет и добавляем его. Никакую логику не надо искать здесь. Вот. Берем и вмешиваем пока сыро. Опускаем снова пленку. И продолжаем ее вот таким вот образом на стене поворачивать вправо-влево, прижимая, вот так. Прижимаем пленочку, и под ней формируется рисунок вот такой. Переходим на следующий участок. То есть вот у нас стена такая будет,
симпатичная, я думаю. Добавляем серого хаотично. Вот так, прям по-сырому, размазывая его как попало. Разматываем остаток пленки. Вот эти пузырики, которые остаются, их мы стараемся убрать. А можно и не убирать, смотрите сами, по ситуации. Продолжаем нанесение. Самое сложное у нас позади. Мы лазили на стремянке, там очень неудобно, тут ведро мешает, тут еще что-то. Туда-сюда надо вниз-вверх все время спускаться. Верхушку нанесли, закрепили пленку, сформировали руками рисунок. Дальше вот она у нас болтается, мы ее подняли и продолжаем нанесение. Белый цвет наносим. Смотрите, чтобы не оставались пустоты. Вот так. То есть тут вот у нас есть уже, да, фактура под пленочкой. Мы прямо на нее залазим. Нахлёстываем прямо на нее новый материал. Вот так. Опускаем ее спокойно. Берем на кельму новую штукатурку. Снова пленку поднимаем и продолжаем нанесение. Вот так. Одна рука у нас держит пленку, второй рукой мы наносим. Либо вас двое. Один держит пленку, второй наносит. Далее мы возьмем серенького цвета, так же как и наверху мы наносили. Берем серый цвет, вот она такая блестящая, эластичная штукатурка декоративная мармура. И добавляем серого. Хаотично, прям по-сырому, вмешивая в белый цвет. Если хотите серого больше, значит добавляйте больше. Если хотите его поменьше, значит пусть будет белый в приоритете, а серого только чуть-чуть. Или вообще можете не добавлять никакой серый. Или можете добавлять не серый, а любой другой, зеленый, желтый, какой хотите. Смотрите, какая красивая штукатурка, блестящая, эластичная. Песня прямо. Опускаем. Немного серого. На кельму добавляем на стену вот так. И пленочку немножко выпрямили вот таким образом. И вот так вот ее прижимаем руками прямо, растягивая в разные стороны. Смотрите, как красиво будет, я думаю, что да.
пленку прижали и вот так вот ее руками. Пузырик убираем, гоним его в угол. Вот так. И также с этой стороны. Вот так. Нанесли, а у нас остался низ. Поднимаем пленку и точно так же наносим. Вопрос: как это делается на большой стене? Точно так же, как и на этой стене. Эта стена тоже не маленькая, но она может быть в 3 раза больше. Но точно так же вы и наносите. Пленка продается единым полотном, вот такая тонюсенькая. Вы ее размотали себе, приготовили во всю стену, чтобы была длина. И наносите вот так. Участок нанесли, приклеили пленку. Второй участок нанесли, приклеили. Так и наносится. Как здесь, так и у вас. Вот вам идея. Кстати, между делом, эта идея не новая. Она очень-очень-очень старая. Но, может быть, вы о ней не знаете, и она вам пригодится. Это именно тот вариант, который выглядит красиво, дорого, богато. И под силу каждому. Так вот. Я, кстати, вам хочу сказать, что это у нас стена. Это не оформление торгового зала. Это складская стена. То есть люди ее не будут видеть вообще. Этот ролик именно для вас, зрители. Так что смотрим, ставим лайк и подписываемся на наш канал. А также заказать вы эту штукатурку можете у нас. Еще такой момент один. Видеоролики с наименованием «Обалдеть» – это оформление нашего нового офиса. Они будут в отдельном, на YouTube, например, в отдельном плейлисте они будут. Если вы видите слово «обалдеть» впереди, это значит, мы оформляем наш офис. Это не значит, что мы хотим создать какой-то заголовок. Это выделение роликов по оформлению торгового зала. Нанесли и руками формируем рисунок. А теперь вот эту всю красоту мы оставляем сохнуть. Если вы утром нанесли, то до вечера. В частности, мы так и сделаем. Мы нанесли, и к вечеру ближе мы снимем, чтобы она полностью уже высыхала. Сейчас сразу пленку снимать не нужно. Штукатурка декоративная, под ней очень сырая, то есть совершенно сырая. И если вы будете пленку снимать, то за пленкой вот этот рисунок, он так вот будет тянуться, и такой весь будет колючий и некрасивый. Дайте ей подсохнуть, и потом снимите, будет более сформированная такая фактура. Ждем высыхания. Пока сохнет наша пленка, давайте разберем несколько вопросов. Возьмем вообще это за привычку разбирать вопросы, комментарии наших подписчиков. Как мы раньше и говорили, если вы хотите, чтобы мы вам дали ответ в видеоролике, то пишите пометку «Хочу в ролик». И первый был вопрос. Здравствуйте. Какой декор лучше подойдет на кривые стены? Так, он был под роликом тюль, второй вариант, где мы окрашивали тюль. Вот под этим роликом. Что я могу сказать?
для того, чтобы нанести штукатурку декоративную на невыровненные стены, во-первых, не должно быть выпавших кусков, ну то есть каких-то отслоений и пустот. Вы стучите по стене и слышите, если пустота под штукатуркой, например, цементно-песчаная штукатурка, и постучали где-то там местами, вот попростукивайте, чтобы не было пустоты. Глухой звук, это значит, что штукатурка отслоилась от основания, и рано или поздно она треснет и обвалится. В целом стены могут быть не особо выровнены, они могут быть просто оштукатурены и загрунтованы. Для того, чтобы нанести и спрятать все дефекты стен, нужно наносить штукатурку фактурную, с максимально выраженным рельефом, и желательно, чтобы этот рельеф был вот такими вот линиями, как вьюшка, в кадр вставим, как марсельский воск. То есть не нужны прямые линии. Вот какой-то травертин с такой протяжкой не подойдет, будет видно. Если у вас стена вот такая волнистая, то, соответственно, травертин, как и карта мира в том числе, не получится. Такой выраженный рельеф вы увидите фото сейчас. По такому типу. Либо какое-то диагональное нанесение, то есть плавные линии должны быть. Фактура, штукатурка рельефная, спрячет дефекты стены не оштукатуренной, ну то есть там цементно-песчаная, такая грубая штукатурка. А рельеф вот такой волнистый или какие-то извилистые линии спрячут кривизну. То есть стена может быть не просто неровная, она может быть кривая, и поверхность у нее достаточно грубая, шероховатая, то есть нюансов много. Если не хотите выравнивать, покупайте рельефную штукатурку и наносите волнистыми линиями, круговыми или вот такими вот, да, ну вот, понимаете? Я не знаю, как это еще объяснить, вот простыми словами. Так, еще один комментарий, свежий совершенно. Дмитрий Титов пишет: красиво получилось, спасибо за ваш труд, спасибо вам, что смотрите. Подскажите, пожалуйста, ванную комнату, в том числе над ванной, последнее покрытие воск подойдет или лучше эпоксидную смолу использовать? Этот вопрос мы наносили мармора, эффект мрамора. То есть наносили мармора колерованный, потом он высыхал, и далее мы наносили шелк, если я не ошибаюсь, по памяти, тонкий-тонкий слой. И такие прожилки у нас получались. Ну, достаточно неплохой образец. Что касается ванную комнату использовать. Мы используем двухкомпонентный лак, это удобно. Что касается эпоксидной смолы. Эпоксидная смола для меня неудобна. Она для меня густая. Со стены она, по моему предположению, стекает. Я ее сама на стену не использовала. Мы эпоксидной смолой заливаем на этикетки на своих образцах. То есть сделали образец, вот эти планшеты со штукатуркой декоративной, поклеили туда этикетку, и чтобы этикетка долго служила, мы ее заливаем эпоксидной смолой. Это такой очень вонючий материал, густой и вечно стекающий, то есть нанести ее неудобно для меня. Может быть, у кого-то свой опыт, напишите в комментариях, если такой опыт у кого-то имеется. У нас есть двухкомпонентный лак, то есть это два компонента, лак акриловый и отвердитель к нему идет. Наносится валиком, ну то есть как обычный лак наносится, твердеет, 2-3 слоя, он полностью дает спокойно эксплуатировать ванную комнату в зоне прямого попадания воды, то есть холодная, горячая, неважно. Лак протестирован, во-первых, производителем, во-вторых, мы его используем достаточно долго, у нас нет по нему никаких нареканий. Это стоит столько же, сколько и смола, но это гораздо удобнее и быстрее, и он в открытом доступе, искать его не надо. То есть лак можно у нас заказать, мы его отправим, а смолу еще надо поискать. У нас тоже как-то была, но не зашла, смола у нас не зашла. А вообще клиенты, так, кстати скажу, в Москве Татьяна наносила в ванную комнату, как бы мне вот не наврать-то сейчас, смолу эпоксидную, да. Наносила она на пол, у нее очень хорошо получилось, то есть она у нее растеклась, и такой красивый очень пол получился. А вот стены, не могу сказать, чем делала, но лак она у нас не брала, возможно, она тоже наносила смолу. Как она справилась, вот тоже интересно. Кстати, спрошу, потом скажу, напомните, если забуду, если это интересно. Но смолу мы сами не используем. И вот я еще видела комментарий такой, я обещала ответить в ролике. Сейчас я его листаю, не нахожу. Комментариев очень много, я просто во времени его, возможно, потеряла. Он мог быть как на Дзене, так и на Ютубе. Вопрос был про плесень. Это вообще вечная проблема.
я про плесень вам ничего хорошего сказать не могу, и никаких рекомендаций я по ней не могу сказать. Плесень, простыми словами, не будем гуглить, да, вот если бы я пришла к вам на замеры, вам бы надо было сделать ремонт, я бы пришла к вам на замеры, и вот так же я бы с вами разговаривала. Ни на один вопрос я не буду гуглить и искать ответы, я только говорю то, что я сама в опыте имею. Плесень – это как живой организм, он живет и размножается, и вывести его очень трудно. И я не могу сказать, что какие-то есть средства, которые напрочь ее удалят, вот эту плесень. Она не появляется в декоративной штукатурке, она появляется в стене под штукатуркой. Можно убрать? То есть плесень, она живет глубоко в стене. И вот по уму-то, вот это вот, где она там живет, вот это хозяйство вырубить бы, ну то есть удалить, если это возможно. И обработать противогрибковым средством, дать это нормально вот этому просохнуть, перештукатурить и потом наносить. И то это не гарантия, что она снова не будет расти, потому что она зверюга просто, она зверюга, то есть она живет, размножается, мы ничего не можем с ней сделать. Ну, удаляется она, да, но она со временем снова появляется. А что касается штукатурка, декоративная штукатурка, в самой декоративной штукатурке я плесень ни разу не встречала. То есть она бывает, я ее встречала в гипсовых смесях, да, то есть оштукатуренная стена и вот там. И даже в цементно-песчаной. А в декоративной нет. Возможно, это вот из-за пластификаторов, из-за акрила, из-за какого-то связующего. Вот может быть поэтому плесень не очень хочет там жить, ей там некомфортно в декоративной штукатурке. Но под ней она может быть. А на ней, если, да, ванная комната и где-то на ней, но она легко убирается. Не знаю, слава богу, у нас плесень нет, а где на объектах мы ее встречали, это такая проблема, что вот так вот я вам могу сказать, не обрадую, в общем. Тоже, опять же, у кого-то есть опыт, пишите в комментариях, людям это нужно, они же не только меня слушают, они читают комментарии, где-то поделитесь опытом, если кто-то выводил плесень, поделитесь, напишите в комментарии, пусть люди почитают, может быть название какое-то, да, чем вот обрабатывали вы, обработали и все, и забыли, вот может быть так. Но все, ждем высыхания, и если вы хотите получить ответ на свой вопрос, то пишите в комментариях, хочу в ролик, мы вам ответим. Подсохло? Как мы это определили? Ну, интуитивно. Интуитивно. Ну, по времени, прошло много времени. Снимаем пленку. Смотрите, как снимаем. Мы ее не просто вот так сдираем, а мы аккуратненько берем за угол и вот так ее тянем. Вот сюда. Тянем ее. Посмотрите здесь, какая красота. Очень симпатично должно у нас быть. Мы вот таким образом пленочку снимаем и оставляем сохнуть еще на суточки. Оставляем полностью сохнуть и вернемся к ней. Это еще не все, не переключайтесь. Полностью высохла наша штукатурка. Напомню, что это марморо. Штукатурка акриловая, очень эластичная и много эффектов можно из нее наносить не толстыми слоями. Расход за один слой, ну, грамм 800, это максимум примерно получается. И здесь у нас около 500-700 грамм получается расход на квадратный метр. Столько штукатурки уходит на 1 квадратный метр. Мы ее нанесли, пленочку наклеили на нее, на сырую, сформировали фактуру,
спустя некоторое время, часа 4-5, может быть, эту пленочку сняли и оставили еще примерно на сутки, чтобы полностью высохла штукатурка. И теперь мы ее доработаем немного. Мы используем бриллиант серебро. Это новый совершенно бриллиант. Он приехал к нам как пробник. Мы эти бриллианты используем очень эффективно. Они у нас есть бриллиант золотой, голубой, фиолетовый, микс. А теперь появился серебро. Вот его мы будем наносить, потому как цвет у нас еще и серый преимущественно. Я считаю, что серебро к серому лучше подходит. И перед нанесением я еще вот что хочу сказать. Мы поставили видеонаблюдение. Поставили и в новом офисе у себя, где мы здесь оформляемся, и в отделе в строительном центре мы видеонаблюдение поменяли. Мы очень дотошно к этому подходим. Мы старые сами и в продажах мы давно, и в услугах давно. И мы очень дотошно к этому подходим, к выбору поставщика услуг. Мы искали компанию. Это для тех, кто ищет, может быть, видеонаблюдения, я делюсь контактами. То есть мы выбирали для себя поставщика услуг по монтажу видеонаблюдения, и мы выбрали эту компанию, исходя из того, что и менеджеры сразу изначально по телефону очень грамотно разговаривают, и информацией они владеют. То есть не просто сидит какой-то мальчик, который вот так ковыряет в носу и что-то там вам вот так говорит, а качественные услуги предоставили нам люди. И по Удмуртской республике вы можете обратиться к ним. Видеодоступ называются. Видеодоступ компания. Если я не ошибаюсь, в инстаграме video.доступ, вот так. Номер телефона по городу Ижевску 79 22 00. Вы можете к ним обращаться, если вы наши подписчики, и вы, допустим, какие-то наши советы слушаете, и вам нужен видеомонтаж, пожалуйста, вот можно к ним обратиться. Я думаю, что они качественно достаточно выполнили. Мы, по крайней мере, довольны. У нас все работает, все функционирует. Все ссылки будут в описании, если что, можете обращаться. Ну, покрываем, очень много разговариваем, да. Ну, покрывать тоже надо, хватит уже, сколько можно. Просто губкой наносим бриллиант. Этот бриллиант можно перемешать с воском сразу, чтобы одновременно защитить поверхность. А можно воском или лаком поверх покрыть. Мы покроем бриллиантом без воска, а далее мы уже защитим поверхность после. То есть просто губочкой втираем. Смотрите, у нас какая получилась фактура. Видите? Вот эта пленка, она такая сжатая, симпатичная. Эффект, напомню, очень-очень старый, но может быть кто-то его еще не видел. И мы делимся с вами, по крайней мере, на небольших местах мы наносили, и люди очень оценили. А здесь на стене. Да еще и не однотонно. Кстати, кому не нравится вот эта перемешка цветов, вы можете не перемешивать. Наносите однотонно. И все. Бриллиант дает нам не просто перламутровый отблеск, он дает нам искрящийся блеск. То есть перламутр искрится звездочками прям. Именно поэтому очень нравится людям бриллиант. И очень хорошо, что наши поставщики, торговая марка Эффектум, мы представляем этот товар в Удмуртской республике, а также отправляем в любой регион. Они изобретают все время что-нибудь новенькое. И спасибо за бриллиант серебро. Нам его не хватало. Вот такой у нас получился результат. Я надеюсь, что вам понравится. И вы будете использовать наши методы, может быть, какие-то, ну, не совсем наши методы, а вот такой способ, как мы сейчас нанесли. Конечно, метод не наш, он очень старый, этот метод. Ну, ладно. В общем-то, так. Заказывайте у нас декоративные штукатурки, у нас их очень много. И под этот вариант, и под все остальные мы вам поможем с расчетами, с доставкой. А также подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Всем пока!